Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Моделирование ногтей – это целое искусство, особенно выкладной аквариумный френч, который хочется рассматривать и рассматривать. Часто мастера затрудняются с коррекцией таких ногтей, предпочитая их полностью снять и выполнить перенаращивание. Хочу поделиться простым способом создания прозрачного хрустального кончика. Для коррекции мы будем использовать гель и акригель. Давайте приступать! Посмотрите на ногти моей модели. Их выполняли ученики на нашем базовом курсе моделирования ногтей, после чего мы убрали длину, так как изначально они были очень длинными, поэтому сейчас мы видим толщину. Сегодняшняя наша задача – это истончить материал до тонкой подложки и выложить вновь выкладной френч с аквариумным эффектом. При помощи твердосплавной насадки снимаю старый материал до тонкой подложки, убираю все возникающие отслойки. Боковые стенки заужаю для того, чтобы ноготь впоследствии не казался очень расклешенным. На свободном крае можно полностью не убирать материал, потому что нам понадобится для того, чтобы поднять клюнувший кончик. Палочкой отодвигаю кутикулу. Теперь алмазной насадкой приподниму кутикулу и срежу. Алмазной фрезой почка с достаточно большим диаметром приподнимаю кутикулу, обрабатываю боковые валики. Принцип работы такой насадки похож на пламя. Работаем плоскостью, пузика не касается ногтя. Ее я также люблю использовать для техники аппаратного маникюра одной фрезой. Ножничками срезаю кутикулу. Срез вы можете выполнять как сразу, так и после наращивания, как вам удобнее. Пилка для натуральных ногтей, убираю оставшиеся отслойки, матирую натуральную ногтевую пластину и заужаю свободный край. Обезжириваю ногтевую пластину и наношу все необходимые препараты для подготовки. Тонким слоем наношу базу для геля. Отправляю на просушку в лампу на 1 минуту. Следующим этапом необходимо выложить новое удлинение. Для этого я буду использовать камуфлирующий акригель марки Gel-Lactic. Он мне очень нравится своей консистенцией, что он однородный и не имеет крупинок. Небольшой шарик выкладываю на центр натурального ногтя. И при помощи кисточки создаю новое удлинение. Кисть работает под углом 45 градусов. Тщательно прижимаю акригель по боковым стенкам, для того, чтобы не было в дальнейшем отслоек. Мне нравится эффект плавного отрастания у кутикулы, поэтому у кутикулы растушевываю на нет и высоту буду достраивать прозрачным гелем. Смотрю на улыбку сверху и плоскостью кисточки подбиваю так называемый язычок удлинения. Давайте посмотрим на вид сбоку. Мы видим подъем акригеля и четкую линию бортика. Бортик должен быть высоким и располагаться под углом 90 градусов относительно ногтевой пластины. Ошибка будет, если ваш бортик будет пологим, а не четким. Такая же в дальнейшем получится улыбка при опиле, неровная. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд и работаю по одному ноготку.
Архитектуру кутикулы достраиваю при помощи прозрачного геля. Тонко промазываю ноготок, набираю каплю и выкладываю кутикуле. Благодаря такой выкладке отрастание будет минимально заметным. Основная капля прозрачного у меня на апексе, и ее практически нету в том месте, где бортик камуфляжа. Снимаю липкий слой и при помощи тонкой пилки оформляю линию улыбки. Пилка находится у меня перпендикулярно относительно язычка удлинения. Чем четче и аккуратнее вы выложите акригель, тем меньше вам придется пилить. Если вы сомневаетесь в ровности своей улыбки, рекомендую заматировать поверхность. Это позволит увидеть изъяны, которые могут сделать френч неровным. Вижу, что на моем большом пальце длина короче, чем на другой руке, поэтому мне необходимо ее донарастить. Подставляю форму и прозрачным гелем докладываю нужную длину. Использую гель-краску. В качестве основного цвета мы выбрали фиолетовый. Тонкой кистью прокрашиваю всю толщину бортика. Темный цвет придаст четкости и глубины нашей улыбки. И широкой кистью растушевываю гель-краску, сводя на нет. Отправляем на просушку в лампу. И теперь приступаем к самому блестящему моменту нашего дизайна – это выкладки блесток. Сначала промазываю кончик гель-лаком блестящим. На непросохший гель-лак выкладываю блестки. Если блесток где-то не хватило, вы всегда можете дополнительно промазать гелем и выложить элементы. Мне кажется, побольше можно шестигранничков выложить, поэтому я увлажнила прозрачным гелем и сейчас выкладываю. Отправляем на просушку в лампу. Перекрываю блестки прозрачным гелем. Смотрю, чтобы у меня была прямая линия от апекса до свободного края. Отправляем в лампу на просушку всю руку на полную полимеризацию на 2 минуты. Снимаю липкий слой, приступаю к опилу. Боковые стенки, нижние параллели. Делаю прямую от наивысшей точки до свободного края. Слегка опиливаю область у кутикулы. Форма у нас сквозь-овал, поэтому пилку располагаю под ногтем, чтобы его опилить. После опила необходимо убрать появившуюся толщину. Для этого я буду использовать керамическую насадку с тонким носиком. Выставляю максимальные обороты, положение форвард.
Забафлю поверхность бафиком, сначала жесткой стороной, а затем мягкой. Покрываю топом без липкого слоя. Также пройдусь топом по внутренней поверхности, это подчеркнет наш аквариумный эффект и сделает ногти более хрустальными, прозрачными. Такая коррекция считается сложной, и по стоимости она дороже. Выкладной френч более трудоемкий и время затратный. На клиента уходит приблизительно 2,5-3 часа времени. У меня вышло немного больше, так как я выполняла коррекцию по одной руке. Есть ли среди вас любители аквариумных дизайнов? Или, по вашему мнению, это уже перебор? Делитесь в комментариях и ставьте пальчики вверх, если вам понравился наш результат. Всем успехов! Пока-пока!